Солнце медленно садилось за горизонт, окрашивая небо в оттенки красного и оранжевого цвета. Тихий вечер окутывал все вокруг мягким светом, а в доме царила особая атмосфера. Отец собирал свои вещи, готовясь к долгой разлуке. Совсем скоро он собирался отправиться в командировку, и даже несмотря на то, что оставался всего лишь на несколько дней, в сердце каждой семьи порой таится ощущение предчувствия перемен. «С тобой все будет в порядке, милая. Я скоро вернусь», — мягко произнес он своей взволнованной дочери, пытаясь успокоить ее перед отъездом. Его голос звучал тепло и ласково, но внутри девочка чувствовала, что в его словах есть что-то скрытое, и не было уверенности, что все действительно будет так спокойно. Она молчала, сжимая рукоять своего маленького рюкзака, и прятала глаза, напряженно косясь в сторону родительской спальни, откуда могли доноситься тихие звуки. Уже несколько месяцев дом был наполнен лишь двумя обитателями – отцом и его новой супругой, Жанной, которая, по сути, вовсе не была дружелюбна к своей приемной дочери. Жанна постоянно находила повод задеть девочку, говорила грубости, намекала на ее внешний вид или характер, при этом делая это прямо при отце, что было особенно больно и неприятно для Алисы. Несмотря на все обиды, девочка даже не пыталась жаловаться отцу, потому что понимала, для него Жанна стала единственной отдушиной после ужасной утраты их мамы. Он давно взял ситуацию в свои руки и даже не догадывался о злых проделках новой женщины. А тем временем, погруженная в свои мысли, новая жена собиралась сделать свой следующий жест сама или через слова, или через поведение. Она намеревалась держать их всех в руке. Отец крепко обнял дочь, тепло поцеловал Жанну на прощание и отправился на дорогу. Не заметил он того, как в глазах Жанны мелькнул или слабый, или злой, или полон таинственного смысла взгляд. И это, пожалуй, было так же тревожно, как и все остальное. Прошли всего несколько дней, прежде чем Жанна предложила необычную прогулку на свежем воздухе, в лес. «Это будет наша маленькая секретная вылазка. Ты согласна, Алиса?» Мягко и с таинственной улыбкой спросила она, словно приглашая девочку к выполнению какого-то особого задания. Алиса отреагировала на это предложение с подозрением и легким недоверием. В лесу уже давно становилось прохладнее, а в это время года обычно уже не собирают грибы или ягоды, потому что природа укрылась в одеяло осенней прохлады. Но несмотря на все соображения, девочке было некуда деваться. Взрослые решили, что она должна пойти, и она не могла отказаться. Они, погрузившись в тишину, прибыли к лесной границе и вышли из машины, чтобы отправиться бродить среди сосен и высокой травы. Вначале все казалось вполне безобидным. Они шли по тропинке, не сворачивая с пути, а Жанна веселилась, рассказывая забавные истории из своей юности, наполняя атмосферу легким шумом и смехом. Девочка, погруженная в эти увлекательные рассказы, невольно отпустила тревогу. Ведь ей было приятно слышать темы о жизни и приключениях человека, который казался обычным и добрым. Но вдруг, когда они шли по узкой дорожке, она заметила, что постепенно исчезает тропинка, а ее ногами стала пробиваться новая, более узкая и незаметная. В этот момент у Жанны лицо сморщилось. Она вдруг стала выглядеть строже, а улыбка исчезла. И вдруг, словно из ниоткуда, на ее лице появилась пугающая улыбка, и голос ее стал жестким и холодным. «Послушай меня внимательно, девочка», — сказала она, нагибаясь чуть ближе к Алисе. Глаза Жанны мерцали зловещим светом, и девочка почувствовала, как внутри у нее начал сжаться живот от страха. «Знаешь, дорогая, мне лучше вернуться домой одной и рассказать отцу, что ты вдруг начала вести себя очень странно. А потом я скажу, что ты сбежала, потому что ведешь себя непослушно или дурно. Мы даже поищем тебя какое-то время. А если не найдем, я успокою его своими словами. А затем, когда он будет в отчаянии, я возьму на себя роль матери и утешу его.
А потом у нас будет собственное будущее. Мы с тобой, как мама с дочкой, может быть, даже свои дети. Как тебе такая идея?» произнесла она с ухмылкой, и в этот момент девочка услышала резкую боль в затылке, словно ей кто-то ударил самой сильной рукой. В ее глазах помутнело, все вокруг потемнело, и она потеряла равновесие. Мир вокруг будто растворился, и лес погрузился в глубокую тьму. В это время сумерки окутали лес, и незаметно среди его густых тайн вышла из логова молодая волчица, сильная, грациозная, которая вышла из тени, бесшумно бродила среди высоких сосен и кустов. В этот момент, среди безмолвной тишины, она услышала тихий, тревожный и очень слабый плач, как будто кто-то трубит тревогу в ее ушах. Ее уши мгновенно поднялись и словно бы слушали зов безысходности или призыв о помощи. Едва заметно она уловила запах, очень слабый и едва ощутимый, человеческий, маленького ребенка, который заблудился и потерялся в этом безжалостном мире. Ни медля ни секунды, Агула, отчетливо ощущая инстинктивное желание спасти и защитить, направилась к источнику звука. И вот среди густых зарослей и кромешной тьмы она вдруг увидела фигуру человеческого ребенка, замерзшего, перепуганного и обессиленного, беззащитного перед страшной природой. Ее глаза засияли страхом и одновременно пониманием. Она уже предвкушала, что смерть совсем близко, что каждое мгновение может стать последним. Волчица осторожно приблизилась, стараясь не спугнуть и не напугать этого хрупкого существа, и делала это очень аккуратно, как бы боясь разрушить ту тонкую нить надежды, которая еще у него оставалась. Прильнув к мальчику, она почувствовала его лихорадочный трепет, слабый пульс и мельчайшие колебания дыхания. Она аккуратно облизала его лицо, словно бы умывая от налипших сосновых иголок и грязи, и словно мать старалась придать ему хоть немного тепла, своим телом, своим теплом, своей заботой. Ее черные глаза излучали материнское умиротворение и защиту, словно говорили: «Все в порядке, ты в безопасности, и я рядом». Для девочки же, лежащей в этот момент у нее под лапами, эта волчица, безусловно, вызвала сильное чувство страха и беспокойства. Она почувствовала, что это дикое, чужое существо слишком неожиданно для ее понимания. Однако по мере того, как девочка начала медленно приходить в себя, ощущая тепло и спокойствие, которое исходило от волчицы, в ней проснулось ощущение благодарности и облегчения. Осознав, что эта суровая сестра природы вовсе не желает ей зла, девочка почувствовала, что среди всей этой жестокой красоты есть что-то светлое и доброе. Когда же девочка полностью оправилась и обрела силы подняться, волчица, словно понимая, что настало время, медленно и мягко дотронулась до ее одежды, словно проводником, указывая путь к безопасному миру. Почувствовав пульс ее сердца и тепло тела, волчица поняла, что освобождение близко, и пришло время сопровождать девочку до самого выхода из леса. И так не спеша, они вместе начали движение. Лес за лесом, тропа за тропой. Всякий раз волчица оставалась внимательной, продолжая охранять и вести свою маленькую подопечную. В конце концов, наконец, они вышли к границе леса, где за деревьями уже мерцали огоньки деревенских домов. В этот момент, в свете мерцающих огней, волчица внезапно осторожно подтолкнула девочку вперед, словно подавая знак, что путь к людям начинается именно отсюда. Она мягко указала ей направление, чтобы она шла к дому и была в безопасности. Уже без волчицы, с трепетом и дрожью, девочка медленно подошла к двери ближайшего дома. Она осторожно постучала, и дверь тут же открылась. Перед ней предстала уютная, теплая и гостеприимная деревенская обитель, где свет от камина светился мягко и создавал ощущение уюта. Люди, увидев девочку, сразу поняли, что с ней что-то случилось. Они взяли ее на руки, привели к теплому очагу и посадили возле камина.
Там она увидела, как кто-то накормил ее горячим вкусным супом, позволяя снова почувствовать тепло и безопасность. Девочка, наконец, немного отогрелась, ее тело стало слабее, и она почувствовала, что сила возвращается. Тогда один из добрых хозяев с ласковой улыбкой дал ей телефон. Девочка осторожно, с трепетом набрала номер своего отца. Ее голос был тихим, чуть дрожащим, но он звучал в нем надеждой и теплотой. Каждое слово, произнесенное по телефону, словно тронуло его сердце. Он услышал родной голос и почувствовал, как внутри у него выросла надежда. А для него, для отца, этот звонок стал настоящим спасением. Он ощущал, что его любимая дочь жива и в безопасности. Он давно был в состоянии отчаяния и тревоги. Уже готов был поверить в худшее, но когда услышал слова девочки, его сердце словно сжалось и наполнилось новой силой и верой. Вскоре он понял, что больше не сможет оставаться равнодушным и бездеятельным. Рванул к машине и резко развернул ее, чтобы немедленно отправиться домой. Его ждала заплаканная Жанна, которая в отчаянии пыталась скрыть свои чувства и выкручивалась, обещая, что усиленно ищет дочь. Но он видел, что ее глаза полны лжи и страха, и он не верил ей. Пока он мчался по пустынной дороге, он слушал из динамика слова своей маленькой девочки, полные чистой благодарности доброй волчицы, которая спасла ее от смерти и вывела из леса. Эти слова проникали прямо в его сердце, наполняя его надеждой. Когда он, наконец, подъехал к деревне, его взгляд сразу же остановился на одинокой фигуре, стоящей за деревом, серой и неподвижной. Его сердце сжалось, словно неожиданно разразилась буря. Он почувствовал сильное чувство благодарности и умиротворения, перемешанное с ощущением, что он увидел настоящее чудо. Он понял, это именно та волчица, которая спасла его дочь. Его спасительница, которая оказалась гораздо добрее многих людей. Глубоко внутри он поблагодарил это дикое, но очень доброе существо и поклялся запомнить этот момент навсегда. Вот так, дорогой друг, я благодарю тебя за то, что дослушал или дочитал эту историю до конца. Не стесняйся делиться своими впечатлениями в комментариях и обязательно подписывайся на наш канал, потому что впереди нас ждет еще много увлекательных и невероятных приключений, которые откроют новые границы нашего понимания мира и его таинств.